Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. После долгого перерыва я достала свои обрезочки и буду шить. Начинаю я с известного блока, называется «Квадрат в квадрате». Вот две ткани, квадратики 22 на 22 сантиметра, складываю вместе, скалываю булавочками, и мне нужно будет прошить его по периметру, весь два квадрата между собой. Очень эффектный блок, очень легкий, для новичков просто находка. Мне самой он очень нравится. Прошила по периметру, снимаю булавки, и мне нужна линейка, расчерчиваю из угла в угол прямыми линиями пересекающимися. Потом аккуратненько защипываю только верхний слой ткани и делаю маленькую насечку. И разрезаю по линиям только верхний слой ткани. Режу прямо до уголков, они у меня зашиты. То, что зашито, я не трогаю, то есть вот строчку не задеваю. После того, как все разрезала, разворачиваю. Вот смотрите, получился квадрат в квадрате. Беру утюг и аккуратно, я сильно прям вот не разглаживаю, не вожу туда утюгом туда-сюда, а просто прижимаю. У меня ткани тут самые разные. Вот если внутренний квадрат это хлопковая ткань, то вот здесь вот сверху коричневая. Я даже не знаю, что там в составе, но я стараюсь вот прям просто не тянуть, а просто прижать и прогладить шов так, чтобы он вот, разгладился. После этого беру ножницы и обрезаю вот эти уголочки сбоку. Они нам не нужны. И мне нужно выровнять этот квадрат, потому что после сшивания, после разглаживания он немножечко все равно потерял форму. И немножко, вот видите, краешки там кое-где выступают. Низ, серединка вот ниже, краешки выше. И я буду выравнивать посередине. В результате у меня получился он 28 на 28 сантиметров. И я беру ткань другого цвета. Здесь у меня лен. То есть я вообще самые разные ткани использую. Главное, чтобы они мне, по моему мнению, подходили по цвету. И я даже не вымеряю ничего, а просто обвожу свой получившийся квадратик, чтобы у меня была заготовка бежевого цвета точно такого же размера. И точно так же, как и в предыдущий раз, складываю квадраты эти лицом к лицу, скалываю булавками и прошиваю по периметру. После этого опять провожу линии из угла в угол, разрезаю по этим линиям свою заготовку, и у меня готов еще один квадрат в квадрате. Теперь у меня уже два квадрата в квадрате. Здесь я прям даже утюгом не стала пользоваться, вот эту льняную часть пальчиками просто зажимаю, загибаю, чтобы не сильно у меня деформировалась заготовка в результате вот этих всех разглаживаний. Опять обрезаю уголочки ненужные, выравниваю заготовку по размеру, чтобы она у меня была с одинаковыми сторонами. И в результате у меня получается уже квадрат размером 38 на 38 сантиметров. И я буду пришивать по сторонам этого квадрата полосочки шириной 5 сантиметров. Предварительно, конечно, скалываю все булавочками. В результате после сшивания у меня получается вот такая заготовка 45 на 45 сантиметров размер квадрата. В принципе, можно сделать наволочку декоративную на подушечку, и будет симпатично очень смотреться. Но я не планировала наволочку. Посмотрим, что получится дальше. А дальше я выкроила полосочки шириной 13 сантиметров, длиной 45, как длина каждой из сторон моей заготовки. И их пришью. Пришила, опять разглаживаю, без утюга никуда. И после этого я еще пришила узенькие полосочки шириной 4 сантиметра сверху и снизу. Дальше я выкроила квадратики 11 на 11 сантиметров и буду сшивать их в единую полоску. Буду просто сшивать их между собой. Припуски я делала небольшие, чтобы у меня сошлось по размеру. Припуски там где-то 4 миллиметра, совсем небольшие. И буду пришивать их к боковым сторонам своей заготовки. Получается слева и справа. И точно такую же полоску я сделала еще одну длинную и режу ее пополам. Это у меня будет полоски пришиты сверху и снизу. Ширина этих полосок получается 5,5 сантиметров. Получившуюся заготовку я пока отложила в сторонку, но выкроила отрезок ткани по размерам чуть-чуть больше моей заготовки и приклеила ее к столу малярным скотчем, чтобы она у меня не смещалась при
создании сэндвича. Я буду стягать заготовку. В качестве наполнителя я выбрала поролон 5 миллиметров толщиной. Обычными английскими булавками скрепляю сэндвич, все 3 слоя: нижнюю ткань, поролон и верхнюю ткань. Расстояние между булавками делаю где-то в районе 15-17 сантиметров. Точно так же сэндвич делается для лоскутного одеяла, только в качестве наполнителя используется синтепон. Снимаю малярный скотч после того, как сколола заготовку. И все, теперь ее можно перемещать куда хотите. Слои все скреплены. Я пойду к швейной машинке, буду стягать. Стягать начинаю из центра к краям. Есть такое правило при стежке, и я его придерживаюсь. Так как у меня на канале очень часто и много бывает новичков в пэтчворке, вообще в рукоделии, то поэтому я решила сегодня использовать не лапку для стежки, а самую обычную лапку и стягать не какими-то там кренделями, а обычной прямой строчкой. Очень многие новички боятся использовать лапку для стежки, для свободно ходовой, поэтому я в этот раз решила обычной лапкой стягать прямой строчкой. Но вообще предназначение любой стежки – это скрепить между собой слои ткани. А уж как вы это будете делать? Каким образом? С помощью лапки для свободно ходовой стежки какие-то красивые узоры делать, если получается. Или вот просто обычными прямыми линиями. Это вообще уже будет не важно. Самое главное, что у вас будет простеганная заготовка, и она в любом случае будет симпатичнее выглядеть, как бы вы ее ни простегали, каким бы способом ни пользовались. Любая, даже самая простая стежка украсит ваше изделие прямо в разы. Вы, наверное, уже догадались, что я вот из обрезочков ткани решила сшить не сумку, не одеяло, а это у меня коврик. Я его уже весь сделала, и остался последний этап, надо обработать кромку. Я выкроила ленту длиной 5 сантиметров. Так как такой длинной нету ленты, там, что у меня там получается почти 3 метра ленты, то я ее покажу, как удлинить. То есть у меня 2 кусочка ленты по 5 сантиметров. Я вот так вот ее соединяю, наискосок сшиваю. Вот такой получается шов. Для того, чтобы, когда мы будем заворачивать, подшивать, чтобы этот шов не был весь на одном месте и своей толщиной не осложнял нам работу. Как по прямой ленту пришивать я вам не буду показывать, а я хотела остановиться, как на уголке я поступаю. Дошла до угла, прям под углом 45 градусов делаю строчку туда и обратно потом. И поворачиваю заготовку так, чтобы мне было удобно с ней дальше работать. А ленту я сворачиваю под углом 45 градусов и потом складываю так, чтобы дальше продолжать шить. Сейчас будет видно вот 45 градусов. И дальше буду шить. При этом верхний край совпадает с краем заготовки верхней, а боковой край правый с правым краем заготовки. И все, пошла дальше строчить. И еще важный момент для начинающих рукодельниц. Вот когда я начинала, мне надо было оставить побольше хвостик, потому что короткие концы труднее потом сшивать. Значит, я складываю концы ленты лицом к лицу перпендикулярно друг к другу. И при этом мне нужен нахлест 5 сантиметров, потому что ширина моей ленты 5 сантиметров. Скалываю булавочками, мне надо будет прошить опять из угла в угол. Вот по этой линии, которую я мелком начертила, мне надо проложить строчку. Вот я ее прошила, сам уголок отрезаем. И теперь смотрите, видите, все, лента такого ровно размера, как мне нужно. Все совпало, всего хватило, лишнего не осталось. Теперь мне нужно обратную сторону, заворачиваю и буду пришивать. Эту часть работы я всегда делаю вручную, потому что мы никогда не знаем, где окажется этот шов, если я начну пристрачивать на машинке. Поэтому я беру иголку с ниткой и потайным стежочком пришиваю просто вручную. Ну, кстати сказать, здесь такой момент, так можно сказать, медитации. Сидишь, уже все закончено, практически последний этап остался. Особенно если время есть, под телевизор, милое дело. Вот такой в результате получился коврик. Мне кажется, он подойдет не только для дачи, но и в квартиру, прикроватную или в ванную. Мне, кстати, очень понравилось использовать наполнитель поролон, потому что с синтепоном, который я делала коврики, слегка заденешь ногой, он улетает по полу на другой конец комнаты.
А этот более тяжелый получается. Я не знаю, что там влияет, но он нормально лежит на месте. Если его заденешь, его еще надо постараться, чтобы он сдвинулся куда-то. И он более упругий и не приминается, в отличие от синтепона. И знаете, для меня все время какое-то чудесное превращение. Были остаточки кроя, обрезочки тканей, а получилась вещь, которую можно использовать дома. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.